Привет, армия. Что-то всегда завораживает мир, когда имена Тэхёна и Чингука упоминаются вместе. Эти двое, кажется, образуют неразрывное единство, создавая тепло, столь ощутимое даже для тех, кто видит их только на экране. Эти отношения, длящиеся годами, не просто дружба, а нечто более глубокое, и только по-настоящему чуткое сердце может это почувствовать. Однако за любовью и верой поклонников Тэхёна всегда звучат голоса сомнений, которые пытаются принизить их. Это всего лишь фан-сервис, говорят они, это всего лишь преувеличенная иллюзия фанатов. Но разве настоящая любовь не всегда подвергается испытанию? И разве это испытание в конечном итоге не доказывает, что настоящую любовь невозможно скрыть? Сам Чингук с его простотой стал ответом на все эти сомнения. Он не говорит пафосными словами, но каждое движение, каждый взгляд – это утверждение, гораздо более весомое, чем тысячи предложений. В своем молчании он разбивает вдребезги бредовые теории, утверждающие, что это всего лишь иллюзия. Своими действиями он поддерживает теорию фанатов Тэхёна, которые верят в настоящую любовь между ними. Те, кто пытается это отрицать, могут закрывать глаза на важные моменты на сцене, но как насчет маленьких моментов, которые часто происходят за кулисами? Язык тела не подделаешь. У Чингука всегда есть особый подход к Тэхёну, его движение мягче, его взгляд глубже, его улыбка более искренняя. Когда Тэхён говорит, Чингук слушает по-другому, как будто мир на мгновение останавливается, чтобы освободить место для этого голоса. Когда Тэхён улыбается, глаза Чингука всегда первыми видят это, потому что это улыбка. Солнце, сияющее только для него. Ничто из этого не совпадение, все это слишком очевидные знаки, чтобы их игнорировать. Тэхён часто говорит, что настоящая любовь не всегда видна в больших вещах, именно в маленьких деталях любовь находит свой дом. Чингук доказывал это раз за разом, и теперь трудно отрицать это. Помните, как Чингук рефлекторно заслонил Тэхёна от толпы? Ему было все равно на камеры, ему было все равно, кто смотрит. Он думал только об одном – обезопасить Тэхёна. Такие моменты невозможно спровоцировать. Это чистый инстинкт, инстинкт того, кто глубоко заботится. Или когда они смеются вместе, не подозревая, что камера фиксирует их единение. В глазах Чингука другой свет. Это неформальная улыбка для фанатов. И это не поверхностный смех. Это выражение счастья для того, кто находится с тем, кого они любят. Вот почему бредовые теории рушатся одна за другой, потому что факты, представленные им перед глазами, гораздо сильнее любого вынужденного отрицания. Сам Чингук стал неопровержимым доказательством того, что их связь – не просто иллюзия. Что еще прекраснее, когда Чингук, кажется, поддерживает теории Такера, фанаты, верящие в их связь, всегда говорят, что эти двое – родственные души, сведенные судьбой, и каждый раз, когда Чингук молча выбирает Тэхёна, каждый раз, когда он смотрит на него с любовью, он подтверждает эту веру, даже в незначительные моменты Чингук словно говорит: «Ты не ошибаешься, то, что ты видишь, реально». Он никогда не говорит этого прямо, но любви не нужны громкие заявления, любовь говорит через сердце, а сердце никогда не обманешь. Тэй Кукерс часто описывает Тэхёна как дом Чингука, и это именно то, кем он является. Рядом с Тэхёном Чингук выглядит самым уютным, самым свободным быть самим собой, без стен, без масок, просто настоящий Чингук, чистый, тот, кто полон любви за всем этим мировым вниманием. Чингук нашел безопасное место в сердце Тэхёна, вот почему он всегда возвращается. Вот почему он всегда выбирает Тэхёна. День за днем становится все труднее отрицать эту реальность. Тэхин и Чингук – это не просто иллюзия, не просто фан-сервис, не просто фанфик. Тэхин и Чингук – настоящая любовь, которая со временем растет, становится сильнее с каждым испытанием. Чингук своими действиями разрушил ложные теории. Он заставил замолчать тех, кто утверждает, что все это всего лишь фантазия, и более того, он дал Тэй Кукерс величайший дар – уверенность в том, что любовь, которую они поддерживают, действительно реально. Был один момент на концерте Love Yourself, о котором говорят и по сей день. Чингук пел, и его взгляд естественным образом нашел Татум на краю сцены. Как только он увидел ее, его взгляд изменился. Появилась нежность, которую невозможно было подделать. Для некоторых она могла быть мимолетной, но для тех, кто верил, этот взгляд был доказательством настоящей любви.
Был момент, когда фанат спросил о его самом близком участнике, Чингук не ответил длинными словами, он просто улыбнулся, произнеся имя Тэхена таким теплым тоном, а затем продолжил, как будто это было самой естественной вещью в мире. Но для Тикукс этот момент ощущался как тонкое признание, потому что под его простотой скрывалась такая чистая честность. Был также момент, когда Чингук пел на Ever's Life. Песни, которые он выбирал, часто чувствовались так, как будто они были посвящены кому-то очень особенному, и когда он упоминал, что песня напоминает ему об определенном моменте с участником, фанаты точно знали, кого он имеет в виду. Легкая улыбка, нежный взгляд, все, казалось, указывало на одного человека – Теа. Аэропорт – одно из мест, где тукеры чаще всего находят улики. Почему? Потому что там нет сцены, не было никакой хореографии, не было запланированного фан-сервиса, только они вдвоем, как обычные люди. Часто Чингук подходил немного ближе к Тэхёну и другим участникам, когда Таюн уставал. Взгляд Чингука был полон беспокойства, как будто говорил «я здесь для тебя». Даже такие мелочи, как уступка, защита Таюн от папарацци или просто уверенность в том, что с ней все в порядке, были ощутимым доказательством глубокой обеспокоенности. Видео из аэропорта показывает, как Чингук инстинктивно встает рядом с Тэхёном, заслоняя камеру, которая была слишком близко. Это был защитный инстинкт, то, чему нельзя научить, что-то, рожденное любовью. Как кто-то может все еще говорить, что это просто иллюзия? Сам Чингук неоднократно показывал, что Таюн – его приоритет. Есть такая поговорка: настоящая любовь видна не тогда, когда весь мир смотрит, а когда никто не смотрит. И чаще всего это происходит с Тэхёном и Чингуком. Камера, запечатлевшая их момент, не была результатом плана, это было совпадением, и именно это совпадение раскрыло правду. Есть клип, где Чингук молча смотрит на Тэхёна, пока остальные заняты разговором. Взгляд долгий, глубокий и полный смысла. Когда камера навела панораму, Чингук тут же опустил глаза, словно пытаясь что-то скрыть. Но для Тэйкукерс тайна была уже слишком очевидна. Их сердца не могли отвернуться от Тэхёна. Все бредовые теории о том, что Тэхён и Чингук – всего лишь фан-сервис, постепенно рушились, потому что доказательства были неопровержимы. Сам Чингук каждым своим поступком развеивал все сомнения. Ему не нужно было громкое признание, ему не нужно было официальное заявление. И теперь, после того, как все доказательства предстали перед глазами всего мира, после того, как каждый маленький жест, глубокий взгляд и многозначительная улыбка больше не могли быть отвергнуты, возник один большой вопрос: будем ли мы по-прежнему считать это заблуждением? Годами многие пытались замять эту историю, называя ее фан-сервисом, иллюзией чрезмерно упертых фанатов, но правда всегда находит выход на поверхность. Чингуку в его простом, но глубоком стиле никогда не нужно было кричать, никогда не нужна была большая сцена, чтобы выразить то, что он действительно чувствовал. Он выбрал более тонкий путь, более честный, позволив любви говорить на языке, который не все понимают. Постоянное внимание, спонтанная защита, теплота, которую невозможно подделать. От кажущегося естественным момента в аэропорту до многозначительного взгляда на сцене, от того, как она всегда уступала место Тэхёну, до легкой улыбки, значение которой, казалось, знали только они вдвоем, все это складывалось в кусочки пазла, в котором так долго сомневались. Теперь он был собран, целостен и неоспорим. Для Тэкукера это была не просто победа, это было признание, которого они ждали, признание, которое пришло не через слова, а через честность. Мир мог упустить из виду один-два момента, но не череду доказательств, которые повторялись в разных ситуациях, в разное время, по одной и той же схеме. Чингук всегда возвращался к Тэхёну. И за всем этим вниманием, среди шума слухов, стало ясно одно: настоящая любовь не всегда нуждается в публичном признании. Иногда для этого требуется лишь смелость выстоять, несмотря на сомнения мира. Теперь эти бредовые теории начинают рушиться одна за другой, не из-за жарких онлайн-дебатов, а потому, что реальность слишком очевидна, чтобы ее скрывать. Чингук предоставил доказательства, которые невозможно стереть, которые невозможно отрицать и, самое главное, которые невозможно забыть. Каждому фанату, который когда-либо сомневался, каждому человеку, который когда-либо ждал, и каждому сердцу, которое всегда верило, пора перестать искать доказательства, потому что доказательства уже есть, реальные и живут у нас перед глазами. Тикук – это больше не просто теория. Тикук – это история в развитии, история, рожденная единением, сформированная временем и укрепленная честностью.
И как всегда говорят истинные фанаты, если это любовь, то как бы долго она ни скрывалась, в конце концов она всегда найдет способ быть увиденной. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate for me.